Всем привет! Сегодня у нас 3 января 2022 года. Всех с наступившим Новым годом. Всем счастья, благ, крепкого здоровья, успехов и что сами себе пожелаете хорошего. День какой у нас недели сегодня? Ой, Понедельник? не знаю, кажется, понедельник. Да, 1 января была суббота, сегодня, наверное, понедельник. Ну, неважно. Да, понедельник. Понедельник. Вот. Мы решили сегодня вырваться в лес. В промежутке между 2 дня у нас шел снегопад. Видите, сколько снега намело кругом в лесу. А сегодня должно к вечеру похолодать, и завтра там уже что-то под 30-ку обещаются морозы, не особо комфортно будет по лесу гулять. И вот мы решили это сделать сегодня. Вышли из Волжска, нарезали тут несколько квартов, вот вернулись обратно. И окружающая панорама. Зимний лес. Да. Медведей не видно, волков тоже, зайчиков тоже не видно, лисичек не видно. Видели мы большого ворона черного, перелетал. И сегодня интересный был момент, это случилось именно здесь. Я потом объясню, почему мы здесь оказались. Мы, значит, уже попили чайку, стали собираться. И вдруг на дереве такой звук, пение птицы, которого я никогда раньше не слышал. Ты недалеко отошла, Наташа? Там же не слышно ничего будет. Ты зачем спряталась от меня? И такой звук. Ба, я думаю, что такое? Опять откуда-то сверху сосен. Звучит смешно, наверное, особенно в моем исполнении. Я стал присматриваться, смотрю, дятел. Малый пестрый дятел. Я пошел его обойти с другой стороны посмотреть. Он перелетел на другое место. Опять вот этот звук, опять. Потом постучал по дереву, как обычно, своим клювом и улетел. То есть это явно, стопроцентно был малый пестрый дятел. И я впервые в жизни слышал, Его что пение. он может петь. Ёлы-палы. Я всегда думал, что кроме как долбить клювом по дереву, он вот все его пение. А оказывается, нет. Если кто-то что-то об этом знает, потом можете написать в комментариях, потому что это удивительно. Вот. А как мы тут оказались? Вот действительно получилось, что мы шли именно сюда и тут услышали этого дятла. Это был октябрь или ноябрь, Наташа? Ну, осень. Поздняя осень. У нас вот есть темка. Тут лесорубы. У них была делянка. Даже не делянка, а тут они просто, у них стоял тут трактор, они, видимо, ремонтировали его. Тут у них костер горел, где они грелись. И мы пришли сюда из расчета, что найдем много валежника какого-то, небольших, может быть, обрезок чурок, разожгем костерок и как бы посидим как 12 месяцев у костра. Но не получилось по нескольким причинам. В первую очередь, конечно, из-за обилия снега. То есть распихивать его ногами, чтобы сделать костер, это очень трудно. Пришла мысль, что надо все-таки иметь какую-то небольшую лопату. Есть автомобильная лопата небольшого формата с короткой ручкой. Под машиной снег почистить, еще что-то пластмассовое. И, наверное, надо будет такую лопату, Наташ, купить. Как-то умудриться приторочить ее к рюкзачку. И когда мы, если в следующий раз туда придем, мы этот снежок будем убирать, и у нас тут будет костерок. Вот, такая вот сегодня время. Сколько у нас? Время 12:30. Точнее говоря, 12:36. Ну, неважно. Ну, 1,5 часа гуляем. Да, где-то 1,5 часа мы гуляли. Так что, если, ребята, есть возможность у вас, не теряйте момент и гуляйте. Очень много лыжников в лесу. У нас рядышком с домом, тут где мы живем, буквально метров 100 лыжная база. Ну, а мы вот такие вот пешеходники, походники. Всем спасибо за внимание. Пока.